Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. Как вы, наверное, заметили, кое-что в моем рабочем месте поменялось, и это видео будет именно про это. Я вам покажу, что здесь нового, и, в общем, расскажу и покажу то, что лежит на моем рабочем месте. Несмотря на то, что в последнее время мы очень редко сидим дома, мы в основном выезжаем на природу, гуляем, ищем новые места в Трансильвании и не только, все равно я решила сделать это и хоть как-то украсить эту стену, потому что белые стены меня уже в последнее время начали очень сильно угнетать. Последний раз, когда я вам показывала мое рабочее место, это было еще на предыдущей квартире, но на самом деле то, что вы видите сейчас, это тоже далеко не финал, я буду продолжать, но уже более-менее похоже на то, что я хочу видеть у себя здесь, в моем уголочке. Во-первых, обратите внимание, что стол я передвинула, вот у меня так он сейчас стоит, и мне очень нравится то, что у меня есть, получается, две зоны. У меня есть зона, где я могу сидеть и смотреть в окошко, у меня много света, и также у меня есть такая более темная, уютная зона, уголочек, где также я могу держать какие-то статуэтки, и я буду знать, что они более-менее в безопасности от Бубу, который будет пробегать и хвостиком случайно может смахнуть. Также мне нравится, что здесь у меня есть две стенки, которые можно декорировать. И, наверное, как вы заметили, мы все-таки решились, сделали дырочки в стене. Хотя квартира у нас съемная, но потом все это будем, конечно, замазывать, когда будем съезжать с квартиры. Для того, чтобы картины держались, мы прибили вот такие вот крючки. Там 3 совсем маленьких гвоздика, и, надеюсь, дырочки не будут очень большие, и можно будет их легко потом снять. Самое забавное, что у нас, оказывается, нет дома молотка, и мы прибивали частью мясорубки. Это было очень забавно. Гирлянды вы видели, покупала я ее в Юске и повесила вот так вот наверх, потому что не хотела делать еще одну дырку, и она у меня цепляется за некрасивую картину со времен момента переезда. Начну я, наверное, с этого маленького уголочка. Вот этот маленький совенок — это аромалампа, и аромалампы я очень люблю, потому что они, во-первых, создают прекрасный аромат. В данный момент у меня жасмин, вот здесь есть масло. И еще мне нравится, что дымочек такой приятный поднимается вверх, и выглядит это все очень уютно. Этот домик, он у меня тоже всегда на рабочем столе. На самом деле это когда-то я покупала стену. Эта свечка у меня уже так давно. На самом деле она очень дешевая, не совсем качественная, но вот она никак не догорит. Я всегда уже ее и в влогах снимаю, и просто жгу, и вот она все горит и горит. И я еще не купила для нее красивую тарелочку, поэтому пока что она у меня на крышке обычной для банок. Также здесь в уголочке у меня есть кое-какие камни и минералы, например, вот пирит, здесь тоже есть пирит, а это не камень, а просто кораблик викингский, сувенир из Норвегии. И здесь у меня есть аметист, который у меня еще не выцвел. Этот аметист я храню в уголочке в таком более темном месте, чтобы он сохранил фиолетовый цвет. Эту куколку вы знаете, это подарок Стена. И давайте теперь перейдем к картинам. Я начну с самого края и с вот этой самой большой картины. Кстати, я тут иногда буду отражаться, передавать вам приветы. Эту картину мне подарила подруга моя, художница Аня. Она очень талантливая художница, и ссылку на ее инстаграм я оставлю под этим видео. Смысл этой картины в том, что на старых фотках всегда есть какой-то человек,
который получился очень стрёмно, и это как бы дефект пленки, но когда всматриваешься в изображение, в лицо этого человека, кажется, что он похож на какого-то демона, и становится очень стрёмно. И в случае вот этой картины, вот эта женщина, у которой, кстати, туфельки другого цвета, она отличается своей вот такой интересной внешностью. Теперь спустимся немножко ниже, и здесь я в рамочку поставила папоротник, который я сорвала в западных румынских горах. Помните, я говорила, что посвящаю этот месяц папоротнику, и это видео тоже отчасти будет посвящено этому прекрасному растению, и даже в конце этого видео я вам покажу разворот в моей книжке про это замечательное растение. Дальше мы переходим к картине, которую нарисовала я, используя карандаш и потом ручку для обводки. И здесь разные виды грибочков, самые красивые, которые я когда-либо видела и которые мне нравятся. Здесь и съедобные, и несъедобные. И хочу поговорить о сморчке. Вы знаете, мы в западных румынских горах в этот раз, когда были, мы видели сморчки, и они просто великолепные. Мне очень нравятся эти грибы. И я помню, в детстве бабушка очень вкусно их готовила. Так что этот месяц я посвящаю и папоротнику, и прекрасным грибам-сморчкам. Дальше переходим на эти две маленькие рамочки, и они одни из моих любимых, потому что они очень здорово у меня сочетались. Такое чувство, что это одна открытка, но на самом деле разные. С этой стороны задняя часть открытки, которую мы купили в винтажном магазине в Лиссабоне. И здесь написаны разные пожелания, здесь даже есть адрес, и мне очень нравятся такие исписанные открытки, и я их даже коллекционирую. А сверху у нас новая открытка, которую мне дали на одной ярмарке, бесплатно притом дали, и здесь изображена площадь главная в Клуже, правда, много лет назад. И выглядит все это очень здорово, и вот эти цвета, мне кажется, очень хорошо вписались на этой стене. Теперь поднимемся выше. Я нарисовала себя, правда, не очень получилось похоже из-за другой формы лица, но ничего страшного. Я с косичками, и видите, даже такие же торчащие волоски, как и у меня. И смысл этой фотографии в том, что у меня из головы вылазят разные природные такие элементы, которые меня окружали последний месяц, потому что мы последний месяц гуляли по горам, и вот здесь вылезла улитка, улиток мы видели очень много, разные букашки, сморчок, вот папоротник тоже растет, здесь солнышко, здесь следы медведя. Посмотрите обязательно мое предыдущее видео, мы чуть не столкнулись с медведем, и вот я нарисовала следы, ромашки и горы, птицы, в общем, все вот это я решила сохранить у себя в голове, также перенести это на лист бумаги и повесить у себя здесь. А дальше у меня мудборд. Мудборд, если кто-то из вас не знает, что это такое, это доска, куда по настроению я буду ставить какие-то вещи, которые меня вдохновляют и которые просто, не знаю, дают мне какую-то энергию, дают мне настроение на весь день. И пока что это вот эти вещи.
Здесь открытки, это из Шотландии. Наверное, задняя часть, вот эта исписанная, на открытках нравится даже больше, чем передняя, потому что в них столько души, а особенно если есть еще и печать. Это, по-моему, очень здорово. Здесь еще одна такая открытка, она тоже исписана, но здесь я захотела использовать переднюю часть с косулей и с машинкой вдалеке, как бы это похоже на нас и на наши приключения. Это мне прислала одна моя подруга из Москвы, также подписчица. Спасибо ей большое, очень нравится эта открытка. Это русская красавица. Эта подружка также прислала и вот эту открытку. Я, к сожалению, в Москве, можно сказать, не была, но очень хотела бы попасть и погулять по улицам. Этот цветочек мне сделал Стэн, и не знаю, храню его. Мне очень нравится оригами, и держится он у меня так. Кстати, если вы заметили, я не использую вот эти пины, иголочки, которые держат, потому что я боюсь, что Бубуся может как-то их достать. Дальше идет открытка, тоже исписанная даже с двумя марками из Лиссабоны. И здесь идет моя сигила, которую я так еще и не успела закопать, но сделаю это обязательно в ближайшие дни. Здесь у меня идет рунический став, также есть видео о том, как я его создаю, и о том, как создать свой став. Вот он у меня здесь висит на крючке. И давайте поднимемся выше. Здесь у меня веточка с шишечками. Также здесь висят и камешки. Эту, назовем это, инсталляцию я вам показывала. И сделала я ее из разных артефактов, которые я насобирала в Греции и также в Норвегии. И здесь моя куколка, моя секси-богиня, которая всегда на моем рабочем столе. Правда, она сейчас переместилась выше и смотрит на меня свысока. Сделала я ее сама и очень на скорую руку, но результат мне нравится. Давайте теперь спустимся опять вниз. Здесь у меня осталась пока что временно пустая стена, но дело в том, что здесь у меня лежит MacBook, и когда он открывается, как бы он часть стены все равно закрывает, но я что-то еще придумаю. А здесь у меня лежат руны, мне очень нравится вот так вот просто даже трогать, и звук очень приятный, вообще такой ASMR. Здесь у меня мои блокнотики. Эта резинка, конечно, выглядит так нелепо, но на самом деле это очень помогает. Это блокнотик Organizer и резинка на той неделе, где я нахожусь. И это книжка по моим рецептам готовки и проверенным рецептам. Я, конечно, много чего беру с интернета, но то, что уже точно проверено, я записываю сюда и потом готовлю. Дальше у меня идет чехольчик и мои карты. Шкатулочка с моим именем и с частью моего логотипа, очень красивая, подаренная тоже мне подругой из Москвы, и в ней я храню всякие приспособления для хендмейда, в том числе и ручки для рисования и карандаши. А теперь наконец-то мы перемещаемся на солнечную часть моего рабочего места, и начну я с ловца снов, который вы уже видели. Он у меня здесь, потому что, когда я открываю форточку, мне нравится, что ветерок дует, и он так вот развивается красиво. Чуть-чуть ниже находится мой любимый суккулент. Это один из немногих суккулентов, который у меня до сих пор очень хорошо растет, потому что с другими я не знаю, что происходит, но какая-то точно беда. Под этим прекрасным горшочком у меня находится салфетка. Я ее сама сплела из нити, которая мне досталась от бабушки Стэна. А теперь перейдем к самому интересному, к моему маленькому хексагончику, где хранятся мои разные кристаллики, камешки, баночки. Это, можно сказать, мой маленький магический алтарь. Я сделала его почти сама. Я купила вот эту вот полочку
в виде гексагона. И внутри на картонке я нарисовала свое созвездие. Это созвездие Овна. И также здесь у меня солнышко. Я очень солнечный человек, солнце люблю. И луна как символ женского начала. И разукрасила все это ручкой. Так что смотрите, здесь остались такие следы, и мне это очень нравится, и цвет получился очень насыщенным. Эти подставки можно будет менять, я не приклеила, так что рисунок будет у меня со временем меняться, но пока что я очень довольна тем, что получилось здесь. И здесь я собрала камешки, которые я храню на солнышке. Это аметист, который у меня и так уже выцвел, но на солнышке он классно так блестит, и поэтому он здесь. Здесь много горного хрусталя. Вот это все. Исландский шпат. Обожаю его. И также солнечный камень он называется. И розовый кварц, как такой тоже очень женский и любовный камень. И я просто обожаю эти две баночки. Я их недавно купила. И они раскручиваются, очень классно закручиваются. И я решила, что это будут мои муд-баночки или баночки, где я буду хранить временно какие-то сувенирчики, которые я буду брать с собой с наших походов. Например, в этой баночке высушенный папоротник и также кусочек мха, который я взяла с собой. В предыдущем видео я показываю, где я нашла и как он выглядит подробнее. А в этой баночке маленький на дне камешек белый. Очень интересно он выглядит. Это с белых камней, так называется место в западных румынских горах, где мы были. А сверху высушенные колокольчики с одного ущелья, где я не снимала влог, но снимала стори, и выглядит очень нежно. И, кстати, эти баночки, они также будут защищать все вот это добро, что внутри, от Бубу, потому что иначе она точно или поиграет, уничтожит, или съест, что не очень полезно для нее. И вот такой вот у меня мини-алтарь получился, и сюда, наверное, еще прикуплю маленькую свечечку. Еще хочу сказать, что сюда я порой добавляю какую-то карту, которая вот мне по душе. Я их иногда использую просто вот для настроения, для вдохновения. Например, вот я приготовила карта Возрождения, и можно поставить ее вот так, чтобы она как для красоты дополняла мое настроение и придавала какую-то, не знаю, какую-то интересную энергию. Сейчас я хочу вам показать книжки, тетрадки, которые очень часто валяются у меня на столе, и многие отсюда вы уже видели, но все равно я по-быстрому пройдусь. А начну я с travel journal, и сюда я записываю все о путешествиях, печатаю фоточки и так далее и тому подобное. Если вам интересно, переходите на видео. Такая книжечка «Магия трав», ее мне прислала тоже подружка из Москвы, Аня, и большое ей спасибо. И здесь можно найти очень много трав разных, их свойства магические, и книжка довольно полезная. Дальше у меня идет уже законченный, потрепанный bullet journal, который в конце превратилась в тетрадку для влогов. И потом я закончила эту тетрадку для влогов. Что такое тетрадка для влогов? Это место, куда я записываю все свои идеи, что я хочу заснять, и плюс составляю план, как я это буду делать. А сейчас хочу поделиться с вами очень хорошей новостью. Вы знаете, что у меня недавно был день рождения. Мне Стэн подарил iPad, так что сейчас я все это буду записывать сюда, в Notes, и я
очень рада. Только вот еще до сих пор не пришел чехол, и я смогу и рисовать, и я смогу делать очень интересные обложки. Главное научиться это делать красиво, но я надеюсь, у меня получится. Также у iPad есть Apple Pencil, для которого я сделала вот такой милый чехол. В последнее время тема космоса мне очень близка, и я решила изобразить здесь Сатурн и разные звездочки. И чехол я сплела из пряжи, которая у меня осталась, с крючком. И, по-моему, получилось довольно мило. Очень часто я достаю вот этот мешочек. Здесь у меня просто куча разных штучек, которые я использую. И просто, чтобы теребить, мне нравятся звуки, мне нравится это успокаивать, держать в руках эти камешки. И иногда также использую в своих видео. И вот эти все штучки просто очень приятно вот так вот брать, трогать или поштучно доставать. Даже не знаю, как это назвать. На самом деле это такая баночка, она от сухого шампуня от Lush. Я эту баночку сейчас использую тоже для хранения всяких высушенных штук и всяких собранных, не знаю, фишечек, и также часто могу что-то там, не знаю, поджечь здесь. Вот здесь, например, у меня шиповник, высушенные корки апельсина и кусочки высохшей смолы, затвердевшей. И, конечно же, на моем столе очень часто бывает моя книжка. Покажу вам, как я обещала, разворот о папоротнике. Вот он идет сразу после разворота с кофе. Здесь я высушила листик папоротника. Это всего лишь один вид, а этих видов очень-очень много на самом деле. Но мы будем говорить в основном о легендах, мифах про это растение. И связаны они в основном все с летним солнцестоянием, который будет вот через пару дней, не пропустите. Или также этот праздник называется Куполой. Считалось, что в ночь летнего солнцестояния можно найти в лесу таинственный огнецвет или цветок папоротника. Это, конечно, выдумка, на самом деле этого цветка не существует, но легенда очень красивая. Также этот цветок называют перунов цвет, жарцвет, разрыв трава. И говорят, что этот цветок может дать просто нереально большую силу тому, кто сорвет его. Раньше считалось, что папоротник защищает дом от грома и молнии. Еще говорят, что если добавить папоротник в вазу с цветами, он усилит их магические свойства, а также привлечет счастье и защитит ваш дом. В плане медицины его советуют очень осторожно принимать, потому что папоротник, в общем, ядовитый, и надо просто знать, как правильно его готовить, с чем его сочетать и так далее. На этом тема про папоротник не закончена, потому что я приготовила еще одну страничку в энциклопедии «Мир алхимии». Здесь у меня внутри есть рисунок, который я тоже на днях нарисовала. Это почва. И здесь, как вы видите, растет другой вид папоротника. Здесь есть и грибочки, здесь есть и земляника, и внутри тоже можно рассмотреть все корни, можно увидеть даже мелких животных. Вот, кстати, у меня здесь сушится еще один папоротник. Он уже готов, но я еще не придумала, что с ним сделать. И где-то здесь я находила про папоротник. Здесь, как вы видите, есть фотка папоротника, а также картина с девицами при луне темной ночью, которые нашли этот самый волшебный цветок. Купола или Иванов день отмечается 24 июня или 7 июля по старому календарю. Это один из важнейших славяноязыческих праздников, традиции которого сохранились до наших дней. Особую роль в ботанической обрядности Иванова дня играла легенда о цветке папоротника. Наши предки верили, что это растение зацветает лишь раз в году, в купальскую ночь, и великолепный светящийся в темноте красный цветок можно видеть лишь несколько мгновений
мгновений. Тот, кто сможет сорвать его, научится понимать язык зверей и птиц, обретет дар невидимости и узнает все людские тайны. Чтобы получить этот дар, следовало в самой глуши леса найти куст папоротника, очертить вокруг него магический круг, зажечь свечу, взять в руки ветку полыни и произнести особый заговор. Если все сделать правильно, ровно в полночь цветок папоротника распустится, но сорвать его будет непросто. Лесная нечисть устроит вокруг вас настоящий хоровод. Не обращая на это внимания, надо обойти вокруг папоротника 3 раза, сорвать цветок, спрятать его за пазуху и бежать без оглядки. В действительности папоротники никогда не цветут и не образуют семян, поскольку распространяются спорами. Так как я уже сказала, этот месяц я объявляю месяц папоротника, поэтому бегите на Инстаграм, подписывайтесь на мою страницу, конечно, и на мой хэштег Катя Сейнт, и отмечайте ваши фотки папоротников, и я буду с радостью делиться в своих стори ими. Я очень хочу увидеть все папоротники, которые вы найдете в этот период. Надеюсь, вам понравилось это видео и вам было интересно проводить время со мной. Если вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, сделайте это и поддержите меня, поставив лайк этому видео. До новых встреч. Пока-пока.